Какой он выиграл? Я ему ребро сломал, он там и упал, и ушел, и больше не пришел, нас ждал. Я могу одной рукой забороть, мы из него мешка сделали, а сейчас он болтает. Потом Рамзан Ахматович мне позвонил, тоже сказал, я ему деньги дам, сколько хочешь, 2 миллиона, если он захочет. Давайте, делай это бой. Если я на спину ему попаду, я его в жизни откушу, я голову, а я откушу ему. That's why I don't go there. За 1,5 месяца я как тренировался, я думаю, никакой спортсмен так не тренировался. Когда кашлял, кровь выходила, да, не мог даже на лестнице подняться. Походу у него рак легких говорит. Ребята, всем большой-большой привет! Мы вам, естественно, рады, и мы продолжаем из солнечного Таиланда добывать для вас немножечко эксклюзивного, уникального контента. Контент, который вроде бы вам всем очень нравится. У нас было 2 интервью из этой оперы. Это 2 таких ролика «День с бойцом», с Арманом Сорокяном, с Рафаэлем Физиевым. Это 2 топа легкого веса UFC. Они шикарно разлетелись. Мы видели ваш отклик, вашу вовлеченность, ваши комментарии. Это было круто. Это было круто. Мы хотим продолжать. Мы это все оценили. Мы видели, как это понравилось вам. Поэтому сегодня у нас опять топовый гость. Мы хотим держать планку. У нас Хамзат Чимаев. Чуть-чуть покороче получится, конечно. Такое интервью немножко спонтанное получилось, не совсем продуманное, но при этом здесь тоже будут интересные моменты, вещи, о которых вы никогда, нигде не слышали, которые всплывают, скорее всего, вообще впервые. Я думаю, вы оцените. Спасибо Хамзату за то, что с нами искренне и откровенно поговорил. По-моему, получилось добротно. Мы готовы приступать. Так что, ребята, с вас хорошее настроение, с вас подписка, с вас тащите еду вообще с кухни какую-нибудь вкусненькую, врубайтесь, слушайте внимательно, не переспрашивайте и помогайте распространять подобный контент. Спасибо. Понеслась. Хамзат, ты снова в Таиланде. И у меня есть майка от UFC Store, российского официального магазина UFC, с твоим изображением, там, Хамзат. Когда я в ней иду по улице, очень часто люди там в кафешках всяких говорят: мы его знаем, мы его знаем. Ты тут чувствуешь какую-то особенную звездность? Может быть, тебя больше, чем обычно узнают на улицах? Да, в Таиланде очень много узнают. Сейчас тут, на этом улице очень, все спортивные, знаешь, и спортивным интересом приехали весь скидывать, там, любители, профессионалы, много ребят, поэтому тут много узнают. Да и везде, куда не ездил, сейчас в Дубае сборы проводил месяц, там тоже многие люди подходили, узнавали. А где ты больше популярностью пользуешься? Швеция, Штаты, Дубай, здесь, Пхукет? Ну, дома, в Грозном, конечно. Там все подряд, каждый знает, знаешь, каждый болеет. И второй номер, скорее всего, мой город, Стокгольм. Там дома у меня тоже все, как бы, утром просыпаешь, выходишь, сосед узнает: о, ты тут живешь, там иногда вот такое бывает. И остальное везде, там в Америке-то очень много узнают, там не дают даже проходить. Там вообще, знаешь, фанаты дикие какие-то, да, кричат на улице, там, smash everybody, kill everybody. Такие, да, в таком темпе, духе. Я когда приехал, уже пару месяцев здесь нахожусь, мне многие говорили: вот, год назад здесь был Хамзат, и в прошлом январе, феврале как раз был. И все говорили, что какие-то чуть ли не легенды о тебе слагают, что ты здесь как неистово тренировался. Мне кто-то сказал, что чуть ли не через день или каждый день на Биг Буду даже бегал. Было такое или преувеличиваю? Ну, не было, 3 раза в неделю бегал. Не каждый день, каждый там ну, в смысле, возможно, ты можешь так делать, но просто для других тренировок нехорошо складывается. Просто один чисто биг буду, я же не Усейн Болт, там чисто бегать, знаешь. Да и остальные тренировки есть. Да, 3 раза в неделю бегал. Это жесткий подъем такой, почти вертикальный. Да, очень тяжелый, очень тяжелый. Там кто-то говорил, там какой-то рекорд сделал, я не помню, я пытался пробить ее, поэтому 3 раза в неделю бегал там. Самые основные тренировки — это не бег, там, кроссфит, это все. Это главное, самое главное — это маты, ковер, там, знаешь, борьба, грэпплинг, спарринги. Вот там ты добавляешься бойцовский IQ и разными партнерами работаешь, опыта набираешь. А бег, кроссфит — это чисто форму набирать, там, на гору бегать или все такое.
Для тебя что приоритетнее из тренировок? Смотрю, есть типа борцы крутые, которые прям супер уверены в своей борьбе, и они поэтому меньше времени посвящают, потому что борьба типа у меня и так есть, буду подтягивать остальное. Есть те, у кого есть сильная сторона, и они еще типа сильнее, над ней пашут, Ну, это и есть некоторые ребята, ошибка из борьбы переходят и бросают борьбу. У меня есть борьба. Там же есть еще ребята, которые то же самое из борьбы перешли, хорошие, и так продолжают работать над борьбой. Вы видели, там Джастин Гейджи был борцом, Хабиб из него мешка сделал. Хабиб, ну, он тоже борец, и он всегда, я точно не знаю, скорее всего, он всегда грэпплинг и борьбой работает, потому что все бои он грэпплинг и борьбой делает. И там улучшался. А те остальные бросали эту и чисто лубились там на технику, ударку перешли некоторые борцы. И поэтому они сейчас выигрывают, проигрывают, 50 на 50. Если ты хороший борец и грэпплер, ну, постоянно грэпплинг, борьба. У меня 5-6 раз в неделю борьба, грэпплинг. 5-6 раз в неделю? Почти каждый день, да, считай? Да, почти каждый день. Вечером или утром, вот так. Или иногда вечером борьба, и утром там отработки, там техника по борьбе. То есть, несмотря на то, что твоя сильнейшая сторона, ты все равно ей еще больше времени уделяешь, да? Да, конечно, потому что это моя сильная сторона. И сейчас многие ударники в моем весе, там пару борцов. Ну, мне легче там на своем волне оставаться, выигрывать свои бои. Если у вас есть возможность там вырубаешь там. Если есть возможность добороть его, ну, легко, как Кевин Холланд, я знаю, ну, если я с ним стойки рубился, парень неплохой, стойки мне отпору дал бы, нормально, он подрался бы со мной. Ну, я знал, что я в грэпплинге на голову выше, ну, я затаскал его, вот, и взял захват, и вот без удара выиграл. Если есть такой вариант, у тебя есть возможность в такой борьбе хорошей, ты используй свою борьбу, оттачивай каждый день, работай над этим. Так. Год назад, по-моему, когда ты уезжал из Таиланда, ты в одном из интервью сказал, что тебе не очень нравится, как тут устроены спарринги в зале. Чуть-чуть ты был немножко недоволен чем-то. Да, был, ну, сейчас видишь, команда в 11 часов со своей командой работаю, там пацаны с ICA, там 3 чемпиона ICA. Ты не случайно здесь, это вы... Да, мы договорились, вместе будем бороться, тренироваться. Особо не люблю спарринг, мы с кавказцами на спаррингах работать, знаешь, все равно свои ребята, а я на спаррингах очень плохой парень, можно сказать. У тебя было такое, что вы тут жестко закусились с кем-то? Не было такого, не помню. Ну, мои все спарринги тяжелые, я всегда на спарринге как на бой настраиваюсь и выхожу. Кто-то из меня там башку выбьет, или я его вышплю, знаешь, вот так у меня всегда. Или я борю их, короче, до смерти. Вот такое. Я заметил, что у вас сейчас не было вообще тренера на тренировке, да, вы сами по себе работали всегда. Есть у нас Рустам Эдельсултанов, он время держал тоже, ну, как сказать, тренер и спортсмен, можно сказать, тоже активный тренер. Он тоже хороший тренер там в Чечне, нашел я его, с нами работает. Ну, в основном я свой, этот шведский мой тренер Андреас Майкл, он схему мне дал, по этой схеме и работаем. Он дистанционно тебя контролирует, да? Да. Тарнтил прилетел, я так понимаю, на днях. Это ты его позвал или просто так совпало? Не, мы знали, я ему раньше говорил, я тут в Таиланд собираюсь. Это когда было, у него бой был, и он сказал, короче, после боя что-то отдохну и приеду. Так и договорились и приехали, собрались. Там много ребят, со многими договорился. И сейчас у меня в Швеции очень мало спарринг-партнеров, поэтому я сюда приехал. А так я люблю тренироваться у себя дома. Там, большой зал открыли там в Швеции. Я с несколькими людьми говорил отдельно здесь, в Тае, и некоторые из них пересекались с тобой на тренировках, и обычно, когда я спрашиваю, кто, не знаю, самый сильный человек в борьбе, или просто по физической силе, или там борцовских техник каких-то, мне многие говорили, что когда стояли с тобой, чувствовали, что ты прямо, ну, особенно каменный, да, на фоне остальных. У тебя есть такой человек, с кем ты вот боролся, и, не знаю, ты понял, что прям прочувствовал его силу, или тебе было сложно с ним в борьбе, неважно где, здесь или в других странах, там, тренировок? Ну, особо нету. Там со всеми сложно, знаешь, любой спортсмен, элитный боец, там, такого организации он не был. Становишься 1-2 раунда, ты чувствуешь, что это как камень с ним бороться, там, или драться. Это главный после одного, или второго, третьего раунда, как себя с кем чувствую. Пока что я не нашел, то вот так.
5-6 раундов со мной, чтобы сработало. Ну, есть ребята, которые техничные, хорошие, меня бросают, и я их бросаю, знаешь. Удовольствие работаешь со всеми. Это в тренировке, там, все думают, что тренировка такой, он там. Не иногда у тебя плохой день на спарринге, кто-то там спарринг выиграл. Пока что у меня не было, ну, бывает такого, знаешь, плохой день на спарринге. Он такой там, не такой, короче, да, знаешь. А я наравне спарринг с ним делал бы туда-сюда. Тебе это задевает? Не задевает, просто это тупозня, болтать на интервью, там, я его, короче, там, наравне делал. Ты, да, наравне делал, неделю один раз тренировку пришел на спарринге, отдохнул, а я, до этой спарринги 3 тренировки сделал, 4-й спарринг у меня. И люди думают, что это там, наравне я с ним сделал. Это самое главное для меня не спарринги, не борьба, не тренировки. Бой выиграть — это самое важное. Если ты на спарринге всех выигрываешь подряд так легко, то точно ты что-то не так делаешь. Плохие спарринг-партнеры еще есть, да? Да, или спарринг-партнеры плохие, или тренировки у тебя самые легкие, там, знаешь, свежие, ты приходишь на спарринг. Ты должен быть убитый, чтобы убивать других. Знаете, есть ребята, которые очень тяжело переваривают, вот, ты сказал, плохой день на спарринг. Вот чувствуешь, что там проигрывал, чуть-чуть там, да, сдал. И вот есть те, у кого прям мучает. Он несколько дней потом ходит, думает, что вот, типа, меня там забороли, меня там перебили. У тебя бывает такое, что ты... Не бывает. Сегодня меня если забороли, я завтра иду за ним на другой спарринг. Да, сразу иду, что даю знать. Печать поставил, братуха, я тоже там свежий, иногда могу прийти дальше. На спаррингах всегда все мирно было, да? Да, было все четко. Там, тайгеры все добряки какие-то, я не знаю. Там в Америке всегда, там, Америке все там пытаются нахайпить, что-то делать, знаешь. И встречающих на матах они такие, как деревянные становятся. И мне надоело уже наезжать на них, там, все пацаны, короче. А тут все добрые, там, все здоровые. Мне, наоборот, несколько ребят рассказывали, что в Америке все друг друга уважают, потому что знают, что могут травмировать друг друга, можно там последствия какие-то будут боев, а здесь все закусывают, поскольку здесь больше кавказцев, больше эго такое, народ хочет зарубиться. Я не думаю такого. Я не видел, по крайней мере, не видел, да. Все душевные пацаны, работают от души, там, да, бывают жесткие спарринги, у всех бывает, да. Если ты спортсмен, если еще там есть дух спортсмена, конечно, не хочешь там, чтобы тебя забороли или на спарринге выигрывали. Вот так и так растут ребята. Если поиграться с друг другом, там, не травмировать, чтобы это, и уйти, что добьешься этого? В бою не поиграешься. С Нилом Эгни у вас что было, поскольку мы видели буквально минуту с вашего спарринга по джиу-джитсу в Нью-Йорке, вы пересекались. После этого, там, через месяц, где-то Нил Эгни рассказал, что ему реально понял, что с тобой тяжко будет в партере. Он не стал это отрицать. А тебе с ним прям очень легко было работать? Неплохой такой среднячок, можно сказать. Еще сказать, я стойки не работал с ним, он же ударник. И я грэплер, можно сказать. И ударка есть, сильные удары есть, но как и как, я всегда борюсь, грэплинг, а он там лапы делает, там, стойку, ударник. Не его территория вообще, да? Да, конечно, там грэплинг есть. Что сказать, что сейчас я буду говорить, я его борол, там, болевые, что сказать. Обычно там отработки сделали, потом чуть поборолись. И сейчас уже готовишься к чему-то? Или пока просто абстрактно тренируешься для себя? К чему я не готовлюсь, брат? Я всему готовлюсь. Я каждый день работаю, не знаю кому, к чему. 4 разных соперника давали, 4 разных отказались. Разные страны были сейчас. Пока не знаю, я чисто готовлюсь, тренируюсь. Пока что мне не звонят. Тебе, может быть, говорили хотя бы, в какой карте тебя хотят поставить? Это май, это там, может быть, в апреле это Майами будет? Меня с Уинтекером хотели, но в Австралии поставить. Я сказал, я сказал, я не хочу в Австралии лететь, давайте в Вегасе главный бой, его 5-раундовый мне дадите, потом за пояс хотя бы, да. И они сказали, посмотрим, ничего не случилось. Да, ничего не ответил. Я не отказался от Австралии, просто там, знаешь, визу делать, там в Австралию отдельно визу надо делать. Туда-сюда, эту суету за короткое время я не хотел, поэтому у меня виза есть в Америку, до марта было, и есть сейчас.
Риша Мартин. Надо ее тоже заново делать, это тоже суета, знаешь, там документы, там вопросы всякие. Хочется чисто тренироваться и сразу в бой. Для меня идеальный вариант Швеции и Абу-Даби. Я сейчас хочу их привезти в Швецию, постараемся, попробуем. Да, вообще, меня очень любят в Швеции дома, там, как второй дом. И как я там же стал спортсменом, и за меня очень много шведов болеют. Сейчас этот политик там грязные вещи делает, но и все шведы мне пишут, и мы шведы, да, поддержка есть, и ты наш, короче, швед, и мы за тебя болеем, и этот, дурак так и сделал, плохие люди есть на свете. Поддержка шведами писали много чего. Предлагал это Уайту турнир в Греции? Да, мы сейчас переговаривались с Шоном Шелби, тоже Хантером, Мик Мэннер. Все знают, Дана Уайт тоже услышала, посмотрим. Сейчас пытаемся это сделать. Классно будет у себя, никогда в Швеции в начале карьеры один раз в Швеции подрался, и больше не было боев. И хочется туда вернуться. Или в Абу-Даби. В Абу-Даби тоже я чувствую себя как дома. Все родные могут прилететь. Мой родной брат и мои племянники там, родные все, что присутствуют. А по кайфу бывает, когда родные рядом. Ты сказал, что предлагали уже 4 соперников. Ты на все бои был согласен? Да, я был со всеми согласен. Это в разных весах были люди? Да, 84, потом я им говорил, когда Джерри Прохаска травмировался, я сказал, я туда тоже готов. Полутяжелым? Да, полутяжелым они сказали, у тебя боев, походу, нет, у меня боев же нету, поэтому они отказали. А так-то не особо против они были, они другой вариант нашли, Анкалаев и это. Ну, вообще, UFC не в восторге от того, что ты в полутяжелый вес поднимался, да? Не, пока не хотят. Походу, они хотят, что я дождался Усман. Я точно не знаю, я не в курсе вообще. Я чисто тренируюсь, я им сказал, буду готовиться, тренироваться. За вот этот год-полтора было ли такое, ты всегда говоришь, что от тебя отказываются парни, было ли такое, чтобы ты отказался от какого-то боя? То есть тебе прислали, ты сказал, мне не нравится там дата, мне не нравится соперник, мне не нравится вес? Не было, единственное, это Уинтекер был, я сказал просто в Вегасе ту же самую дату дайте, визу, что у меня есть, чтобы новую визу в Австралию не делать. Пока что виза есть туда, в Америке, давайте. Они сказали, посмотрим, больше ничего не случилось из этого. Так, а если брать вот сейчас текущую ситуацию, понятно, что Колби, судя по всему, не хочет с тобой драться, он отказывается, да? Да, 4-5 раза, по-моему, отказался. Это тебе в UFC сказали, что они отправляли ему контракт? Да. Когда ему отправляют, мне тоже отправляют. А, тебе прям приходило уже предложение на конкретный бой с Колби? Да. Он не хочет. Ты был готов на любую дату? Да, конечно. Для меня он очень удобный соперник. Борец тоже, я тоже борец. Но я в лучшем грэпплинге у него. И сила мощи у меня больше, чем у него. Поэтому он знает, хитрец он. Хитрец? Избегает он тяжелых боев. А что по поводу кардио вы думаете? Поскольку это, наверное, главное его преимущество над тобой, что у него там, Все говорят, кардио у меня плохая. В зал приходят, посмотрят, какая у меня кардио, кто... Не нашел я того, кто со мной на кардио может работать. Пока что нету такого. Неплохой кардио у меня. Я с Гилбертом, когда на бой готовились, я все 2 месяца, каждый день почти грэпплинг. И мы думали забороть его. План был таков. Потом, я одному брату дал слово, что я его вырублю. И, меня замкнуло. И я повалил, а когда он упал первый раунд, и чисто на ударке. Я на лапах много не работал, так и стойка так не работал много. То есть ты изначально собирался его бороться, но по ходу веса ты просто решил, что надо рубиться, да? Да, чисто вот так. Самый плохой бой получился. И еще месяц Рамадан, знаешь, больше никогда не буду драться в месяц Рамадан. Ты тогда постился, да? 3-4 дня, по-моему, постился, потом взвешивание было. Постил, когда постишься, все равно я не мог кушать. Вес гонял, подходило.
Многие подумали по тому поединку, ну, судя по комментариям, да, если почитать, что ты, мол, прочувствовал хорошую защиту у Гилберта Бёрнса там, от Партера и решил к нему туда не лезть. Я его легко, я могу одной рукой забороть. Я его сразу повалил же там, просто дал ему вставать. И когда я его в нокдаун отправил, я же добивал, я сам же там оттуда встал. И последний раунд, когда заканчивался, тоже я ему, время закончилось, чуть не повалил. Я не пытался бороться с ним. Все думают, ну не знаю, все эти диванные спортсмены разные вещи говорят. Им лучше знать, не знаю. Я свой бой выиграл, свои деньги забрал, пошел домой, кайфанул, потренировался и пошел еще один бой забрал. Слушай, а что касается сейчас раскладов с титульниками, у вас внезапно абсолютно произошел такой легкий запуск с Перейрой в конце года, там вы друг другу предлагали бои, ты хотел с ним, и он вроде как был готов с тобой и предложил тебе в полутяжелом весе. Реально этот бой кто-то обсуждал вообще? Или все там кто-то Не, воспринял? полутяжелым это они даже всерьез не восприняли. Я Шона Шелби, когда он бой выиграл с Ирой Адесanya, я ему написал, давай, Шелби, сделай это бой в Бразилии. Я готов. На январь. Да. Он сказал, давай, let's go, brother, такой, короче, давай, четко будет, короче. Понравилось? Да, ему идея понравилась. Он сказал, после этого с Колби подерешься. Я сказал, да, в Колби тоже подерусь. Я ему обещал, что я после этого боя сразу вниз веса идти и подерусь там тоже. И на второй день шел Шелби и сказал, не, брат, с Колби подеремся, короче. И потом Перейра начал там, я 93 буду с ним драться, вещь не смогу сделать, там все такое. Когда пояса забирают, некоторые ребята там расслабляются. Видно сейчас по интернету, он там гуляет, то тут гуляет, со своим поясом, с индейцами там где-то гуляет, знаешь. Я не думаю, долго он продержит пояс. Он там случайно оказался и случайно уйдет. Слушай, вот смотри, по идее, у тебя есть потенциал выступать чуть ли не в 3 весовых категориях. И смотри, тут почти везде есть ударники. Предположим, вот всех потенциальных чемпионов или чемпионов. То есть Усман есть потенциальный чемпион, может быть, он в марте победит. Есть Леон Эдвардс, который нынешний чемпион. В среднем весе у нас есть, соответственно, Перейра и Адесанья, 2 ударника. И можно сказать, что есть еще Джамал Хилл в 93 килограммах. Вот из этой пятерки, кто для тебя самый легкий соперник, кто самый сложный? Алекс Перейра самый легкий. Самый легкий? Поэтому он избегает. Конечно, борьба все решает, можно сказать. Если ты там возьмешь обычного борца и обычного кикбоксера, их поставить на маты, короче, подраться, борец заборит его. И тот кикбоксер внизу не работает. Поэтому... Перейра хуже Партер, чем у Эдвардса, чем у Хилла, чем у... Конечно. У него нулевая борьба и грэпплинг. Если Адесanya, ударник его борол, чуть не там спину не взял. Если я на спину им попаду, я его, не знаю, в жизни не отпушу я голову, а откушу ему. А что думаешь насчет его размеров, поскольку он нам 105-106 килограммов в межсезонном весит, очень здоровый для среднего веса? Это не проблема. Я всегда с здоровыми ребятами работаю. С Густавсом или там, с Прохаской тоже работали раньше. Там. Кто-то там, какой-то фанат с Прохаски написал, там Хамзат сказал, твое ребро сломал. Там. Да, что-то такое интересное. Он чуть-чуть рассказал, да, что типа, у вас был спарринг, и ты после него оказалось, что у него сломано ребро, да? Да, но он берет он по этому пацану, который он пишет. Да? Я не люблю такие вещи. Я никому там со своем кругу говорили, мы там бывает, как спарринг с ним прошел. Один раз ребро сломал, он упал там и ушел, я сказал. И кто-то кому-то другому сказал, и через фанату это вышло. И он говорит, типа, я выиграл этот спарринг. Какой он выиграл? Я ему ребро сломал, он там и упал, и ушел, и больше не пришел, нас ждал. Пошел, он с Мухаммедом Лавалем дрался, по-моему. Он хотел со мной работать, и мы работали вместе. Я его борол в стойке, он хороший мне давал. Тогда у меня очень плохая стойка была, это в начале моей карьеры. В стойке он меня перебивал, я борол его, болевые делал там, и я избивал его, можно сказать. Ни один раз он меня спарринг не выиграл, могу даже поклясться. И мои менеджеры, тренера, там, ребята, Алекс никогда не соврет, у него даже можно спросить. Мы из него мешка сделали, а сейчас он болтает,
типа, я его выиграл. В смысле выиграл? Давай тогда опять возвращайся и сделаем спарринг. Вы хотел с ним подраться за пояс полуфинала? Если у него пояс, тогда он мне интересен. Если нет, какой-то он там, не знаю, он тупой какой-то. Что он делает там, такие китайские движения? Он сам, откуда вообще? Свои традиции забыл, какие-то другие, какие-то книгу взял и ушел в джунгли. Самурайская тема. Да, ты поздняя. Лучше учи свою традицию, свои законы. Надо быть достойным сыном своего народа. Я всегда стремлюсь там, найти истории, там, найти, там, знаешь, что у нас было раньше, там, своей родину хочу узнать. Других, чужих мне не интересно. Каждый должен быть там, не нацистом, должен быть достойным сыном своего народа. Самый сложный соперник из этих чемпионов, соответственно, Усман, поскольку ты сказал, что тот без партера. Самый легкий партер есть. Да, Усман будет тяжелый, потому что он, можно сказать, стилистически такой, чуть неудобный, длинные руки, там, ну, не знаю, может быть, он тоже бой покажет. Иногда, я думал, Гилберт Бернс, я его 1-2 раза ушатаю, и он умрет. Показался там бой, 3 раунда. Не всегда, как ты думаешь, получается. Усман Да. вернет пояс? Я думаю, да. Да? Да, поскольку как Леон гуляет, я думаю, да. Ну, Леон, видишь, ссылается на то, что там было высокогорье, тот турнир, и он из-за этого так сильно умер по выносливости, и дал так много делать. Да, все равно борьба тебя истощает, это не горы. Там же в арене там кондиционеры, все не как там атмосфера, которая на улице. В Абу-Даби ты дерешься, ты же не на улице дерешься. Там, Но, несмотря на это, все кондиционеры, говорят, да. что в Абу-Даби гораздо сложнее дышать. Нет? Не знаю, мне не было такого. Сколько боев? Я 3 боя там делал. Очень легко дышал, спарринги хорошо делал. Все четко было. Что касается партера, помнишь первый бой Усмана против Эдвардса, когда Леон Эдвардс чуть ли не фулл-маунт там сел, это все в шоке были, что... Ну, у Усмана борьба хорошая, но у него грэпплинг плохой. Грэпплинг, да, он чуть оставил грэпплинг. Там был когда-нибудь на йоге? Не было никакого. Раз на бой? Да, все что-то очень сильно там говорят, 2 часа, короче. Твой Потеешь. товарищ Даррен Тилл подсел, он часто ходит туда здесь. Да. I never been there. Все, come down. Это жестко. Ты думаешь... Yes. What, you that just sitting 1 hour? I heard like you sit like this 2 hours. No. Anatoly. All of this, look, Anatoly. Yep. Legs like this, look. Why would you do that? It is not for fight, bro. Good for mobility, brother. I never did that shit, bro. I'm 13 and all. You're gonna be okay. Just fine. Brother, you been there, Piotr Jan been there, who been more there? A lot of guys. Ali also. You can ask Ali been there. All the guys know how zero, brother. They lost the zero, brother. When go, here go, brother. That's why I don't go there. Илон Мухаммед, слушай, как будто бы он вообще единственный человек в топе полусреднего веса, который готов реально с тобой подраться и не раз говорил, что он заинтересован. Этот бой когда-то с кем-то обсуждался вообще? Его даже не предлагали тебе ни разу? А почему так вышло, если один чувак есть свободный в топ-10, и именно с ним вроде как никто не хочет? А мешок. С кем он подрался? С этим грэпплером подрался, еле-еле выиграл. Про Брэди говоришь, последний бой? Да, Брэди тоже мелкий парень, знаешь, я большой борец, там, Брэди не борец, там, грэпплер обычный. Ударки там, не очень такая ударка. Ну, неплохой среднячок, я понимаю. Ну раз тебе никого не могут найти, неужели не вариант? Я хочу с ним подраться, я хоть завтра подрался бы, считали бы. Да, конечно. Я понял, может, тебе не интересно, я- потому что он там не медийный или еще что-то. Да какая разница, мне без разницы. Все равно же заплатят, нам как мы по контракту и заплатят. Какая разница? Если нам сравнить с Уинтекером и его, Уинтекер вообще другой уровень, а этот вообще, как сказать, другой уровень. Просто он любит болтать, не знаю, что он так заболтался. Он сейчас Я начал ничего. побольше. Да, наверное, хочет куда-то добиться через болтовни. Ты сейчас сказал, заплатят.
одинаково хорошо за любого соперника, но вот после боя с Холландом ты проронил сам в интервью, что ты готов был отдать чуть ли не 2 миллиона баксов, которые тебе заплатили. Тебе реально заплатили сумму в районе этих цифр за бой с Холландом? За бой с Диазом мне платили миллион и потом pay-per-view. И по Плюс pay-per-view проценты, да. И все поменялось? поменялось, $1 миллион заплатили. Но я это Диазу предлагал свой миллион, и pay-per-view все, деньги отдавал свои все. Потом Рамзан Ахматович мне позвонил, тоже сказал, я ему деньги дам, сколько хочешь, 2 миллиона, если он захочет. Давайте, делай это бой. Я сказал ему то, что позвонили, говорят, еще деньги тебе дадут. Все равно отказался. Он не хотел изначально со мной драться, он просто нашел там этот вариант, что выскочит. У меня не оставалось там 3-4 килограмма. Я ту ночь там 900 граммов осталось, и это не смогли убрать. И потом нам сказали, Диаз не будет драться. И все мне позвони, пока ничего Хамзат не говорит, ты будешь с Кеваном драться. Если ты сейчас скажешь, что весь не смог сделать, Диаз отсюда вообще избежит. Ты сильно раньше самовзвешивания уже знал, что... Да, я всю ночь знал, когда мне доктора пришли, взвешивание остановили, весогонку остановили. А что с тобой было? Судороги, что плохо себя чувствовал. Я хотел это делать, этот вес. Я сказал, до утра подождите. Тело дрожало, очень плохо было. Все равно не умер. Я сказал, пусть лучше сделаю вес, дайте. Мой тренер не разрешил. Он сказал, не прошу себя, если что-то случится. И они позвали докторов. Короче. Первый раз ты был, что настолько... Да, было, да, потому что там 6 недель до боя там сказали, там даже 6 недель не было. 6 недель я примерно знал, что я буду Диазом драться, и в 77 буду драться. И 5 недель они сказали, давай, 100% будешь драться, улетай в Вегас, вес гонять, там, я 96 весил, потом до 77, 5 недель это очень сложно. Мало, да? Да, мало. Сейчас я держу свой вес 90 килограмм. Сейчас ты 90 весишь? Да. Отсюда гонять уже, если мне там 1,5 месяца дадут, вес хорошо, спокойно все. В тот день, когда вот это все получилось, рокировка, вас поменялись соперники, ты почувствовал, что на тебя обрушилась волна такого хейта там в соцсетях или где-то еще, или ты такие вещи вообще не воспринимаешь? Не, меня особо это не волнует. Такие вещи, там, можно сказать, 1000 раз хорошее, если что-то делаешь, тебя добряком, о, хороший парень, самый лучший. Один раз ты где-то ошибку сделал, или даже я ошибку никакую не сделал, я свой чуть вес не сделал, я что, должен умирать, что ли? Или если я умер, кто, хороший парень умер, пошел, хорошим бойцом был, больше моих боев никто и не видел. Меня не волнуют такие вещи, я забрал свои деньги, алейкум ассалам. Не они же заработали миллион, это я заработал миллион. Критика со стороны не фанатов, а самого промоушена была? Там, может быть, Дэйна... Не было. Да, после боя Дэйна Уайт сразу пригласил меня в комнату, сказал, я даже рад, что так получилось. Если ты с Диазом подрался бы, это очень плохая ночь была для него. И для UFC он сказал, не такой хороший вариант получился бы. Как будто мы его поставили, типа, чтобы ты избил, убил, и нас хейтили бы, говорили. Что так получилось, там, взвешивание, что там суета. Плюс пошло, они заработали хорошие деньги. Был ли у тебя день за твои 2,5 года в UFC, который ты можешь назвать худшим? Когда у тебя прям все шло не по плану. Может быть, это когда тебя где-то мочили в соцсетях, может быть, день, когда ты не сделал вес, может быть, день, когда сорвался какой-то бой, или ты там подписал контракт, или травмировался в спарринге. Есть такой день за это свои 2,5 года в промоушене? Когда корона получилась, когда с Йеной Эдвардсом 2 раза подряд. Один раз у него корона получилась, он ушел из боя. Потом я ушел из боя, у меня получилось, потом операция, мне сделали тут какая-то операция, короче, легкие очищали там. Вот это самый плохой период был, год там не выступал почти. Потом начал, когда я с Чинглянгом дрался, я 1,5 месяца тренировок был,
год отставки был, вообще на тренировках не был, там, не бегал, ничего не делал, чисто кушал, там, таблетки пил, там, разные, выздоравливался, знаешь, дома, там, в Чечне. 1,5 месяца потренировался и ушел, вышел, сразу выиграл у него. Неплохой парень, здоровый там парень, крепкий парень. Никто про это не говорит, через чего я прошел, никто это и не видит. И за 1,5 месяца я как тренировался, я думаю, никакой спортсмен так не тренировался. Я настолько хотел вернуться и выиграть этот бой. И я даже был готов убить себя самого. Тот день, когда ты объявил о завершении карьеры, что все, ты прямо четкую точку себе поставил, что 100% тебе это больше не нужно? Да, потому что мне доктора сказали, один доктор пошел, да, я кашлял там, и когда кашлял, кровь выходила, да. Ну, я родным никому не давал знать, что у меня там происходит. Я сказал, я чисто лечусь. И мне давали какие-то, там, в Америке, одному доктору, он 10 разных каких-то там медицинских там таблетки, там напитки какие-то разные. И к другому хожу, он то же самое по-разному что-то дает. Одному доктору показаться пошел, он и выходит и заходит и говорит мне, менеджеру, походу у него рак легких, говорит. Я такой смеюсь и смотрю на моего менеджера, он не хочет на меня смотреть. И я смотрю и смеюсь на него. Я говорю, Межди, короче, докатились, вы ушли, короче, не заработали наши миллионы, говорю. Он говорит, ты что, сумасшедший? Говорит, так он тупой, короче, он разозлился на этого доктора, короче, мы там его накричали. Он говорит, короче, доктор, я другого доктора сейчас позову, пойду. И пошел, он другого позвал, и заново снимки все сделали. Он сказал, нет, там нету никакой, просто легкие закрылись какой-то гною, короче, там, и ему это показалось, типа, раком, что-то такое. И этот доктор. Потом после этого я пришел домой и думал про это, как будто у меня есть мышление такое плохое, и там всякие антибиотики на мозг действовали, там, странно себя чувствовал. Вот в тот момент я закинул, что не могу больше. В зал не могу пойти, даже на лестницу поднимаюсь, уставал. Не мог даже на лестнице подняться. Сейчас все позади? Да, все, слава богу, все позади, все. Да, конечно. Слушай, мы всем своим сообществом желаем тебе победы. Надеюсь, что это будет уничтожение в следующем бою. Ну и перед тем, как попрощаться, один вопрос. Кого ты хочешь размазать сильнее всего прямо сейчас? Ну, Перейра тоже, да. Заболтался он тоже. Легкий сапер, легкие деньги всем нравятся. Зайду, там минуту заборю, задушу или отобью ему рожу. Да. Заберу свои деньги и уйду. Спасибо, Хамзат. Да нет, что, и вам спасибо. Удачи тебе. Спасибо. А вот и все. Видос закончился. Ребят, спасибо, что смотрели до самого конца. Спасибо, что не проматывали. Я же знаю, что вы не проматывали, тайм-кодами не пользовались. Просто от первой секунды до последней посмотрели. Вы довольны, мы довольны. И большой респект каждому из вас, кто так сделал. И респект отдельный Хамзату Чимаеву, респект отдельный тем, кто в нашем телеграм-чате и в целом нашей хардкоровской аудитории. В общем, мы вас очень любим, это правда. И пишите, кого хотели бы видеть в дальнейших роликах. Напишите фамилии, да, с кем бы отснять. И, естественно, человек должен быть в Таиланде. Мы еще 2 месяца здесь в Тае. И надеюсь, что мы прихватим еще партию классных интервью вот в таком же стиле для вас, чтобы вы были довольны, и мы были довольны. Но не пишите тех, кого здесь нет, поскольку вы сейчас предлагаете там Дал Чулунгямбул, ребята, он в ЮАР, с этим не помогу. Но с остальными ребятами вполне возможно, так что на связи. Пока-пока. Друзьям отправьте ролик, в сторис закиньте там, помогите распространением, подписку оформите, и все. И улыбайтесь почаще, ну сколько ж можно с хмурыми лицами ходить. Улыбайтесь, ребят, добра всем.